Всем привет! Сегодня долгожданный баттл. Непосредственность против рассудительности, изысканность или любовь к дочери, падение или взлет, Таня или Андрей, кто победит, решают друзья и сын Ваня. И сейчас мы готовим популярный десерт Павлова. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, кто и как одержал победу. А начнем мы с Тани. Первым делом приготовим меренгу. Предварительно отделяем белки от желтков. Белки должны быть теплыми. Еще нам потребуется сок лимона, поэтому выдавливаем его заранее. Посуда, в которой будут взбиваться белки, должна быть чистой и сухой. Итак, в чашу вливаем 6 белков и взбиваем сначала на маленькой скорости. Когда появится пена, можно добавить сахар. Берем 200 грамм. Всыпаем постепенно и увеличиваем скорость. Затем также постепенно добавляем 200 грамм сахарной пудры. Еще 2 чайные ложки сока лимона и соль. Когда у вас получилась воздушно-глянцевая масса, у нас на это ушло 20 минут, добавляйте смело 20 грамм кукурузного крахмала и перемешивайте в миксере. Мы делаем сразу двойную порцию с расчетом не только для себя, но и для требовательных судей. По этой же причине мы делаем не один большой торт, а порционные пирожные круглой формы с углублением внутри. Хотите знать нашу предысторию подготовки к этому баттлу? Несколько дней подряд мы готовили по разным рецептам. Так вот, я остановилась на 3-м рецепте, пока не получилась идеальная меренга. А Андрей умудрился с первой попытки найти свой идеальный рецепт. Вот везунчик. Впрочем, как всегда. И это при том, что выпекал он в газовой духовке, а у меня современная электрическая. Итак, готовим безе при температуре 90 градусов 150 минут в режиме конвекции. Для своего рецепта безе мне потребуется 4 белка. При этом яйца должны быть комнатной температуры. Мы с Таней на днях рассматривали варианты следующего видео. Ресторан против домашней еды, либо идеи от Андрея. Пишите в комментариях слово ресторан или Андрей. И будет понятно, с какой идеи начинать новую неделю. Яйца взбивайте на средней скорости. Добавляйте 225 грамм сахара. Далее потребуется 1 столовая ложка кукурузного крахмала, 1 чайная ложка яблочного уксуса и пару капель ароматизатора ром. Все перемешиваем. Когда сахар полностью растворился и густая масса не выпадает из чаши, перемешиваем безе с крахмалом. Не в миксере, а с помощью лопатки. Это поможет сохранить пышную форму меренги. Перекладываем в кондитерский пакет. Затем на пергамент выдавливаем круг и формируем кант. Выпекать надо в разогретой духовке при температуре 100 всего 30 минут. После стоит выключить и оставить в духовке еще на час, не открывая дверцу. Крем выбрал простой и вкусный, который обожает наша дочка. Берем 100 мл холодных сливок, столовую ложку сахарной пудры и взбиваем до крепких пиков.
В завершение добавляем 2 столовые ложки кленового сиропа, и еще раз перемешиваем. Готовую меренгу заполняем сливочным кремом. Украшаем свежими ягодами. И мятой. Финишируем вместе с сахарной пудрой. Пока мне все нравится. Вам интересно, на каком креме остановилась Таня? У нас есть интересные знакомые, у которых свой рейтинг ресторанов и кафе. Высокая оценка заведений зависит от тортов Павлова и Наполеона. Так вот, именно от них узнала, что самый потрясающий Павлова они ели с маскарпоне и ликером Бейлис. Взбив 240 мл холодных жирных сливок и 60 грамм сахарной пудры, добавляем 2 столовые ложки Бейлис. В нем безупречно сочетаются виски, сливки, шоколад и карамель. Смешиваем массу ложкой, ни в коем случае не миксером, иначе получите неоднородную консистенцию. Крем по вкусу получился как мороженое. Выпечка меренговых заготовок также увенчалась успехом. В электрической духовке, где есть конвекция, все получается прекрасно. Обратите внимание на белоснежный цвет безе. Десерт Павлова будет двухъярусный и с изюминкой. Необходимо, чтобы в нем был тандем кислого и сладкого. Пюре из свежей клубники, немного подслащенного, как раз даст именно тот, любимый многими баланс в десертах. Такого плана клубнику мы заморозили еще с лета. Итак, на меренгу в углубление кладем чайную ложку ароматного свежего пюре. Далее крем по вкусу, напоминающий мороженое. Второй ярус дублируем: безе, пюре и крем. Декорируем малиной, голубикой и мятой. Далее не могу остановиться: клубничное пюре и шоколад. Сейчас немного противно, что нужно сражаться с любимым мужем, но это вам не игра в кальмара. Это самая простая и приятная возможность реализовать себя. Как по мне, здорово, когда в семье соревнуются на кухне, а не в других сферах. Как думаете, перед голосованием волнуется только Таня? Меня лично игра в батлы по эмоциям погружает в детство. Чувство такое, будто тебе 8, и ты счастлив. Особенно, когда победил, например, в футбол. Пора узнать, кто сегодня забьет гол. Первым будет сын. Этот в разы вкуснее, поэтому голосуем за него. А теперь спортсмен Вова. Ну, вот этот, он более такой рассыпчатый, но внутри начинка вкуснее, но все равно слишком сладкий. Вот этот идеальный. Внимательно послушаем новичка в наших батлах Полину. Мне
понравился больше этот, потому что там больше крема, и он не такой рассыпчатый, как здесь. И еще мне кажется, что здесь есть алкоголь. А сейчас регулярный пробовальщик наших блюд Давид. Оба очень вкусные, но вот этом очень много начинки, джема какого-то или сиропа. Немножко меньше, и было бы самое то. Этот очень вкусный, здесь очень вкусный крем, вкусная клубника. Я даю свой голос за него. Он балдежный. Давайте послушаем мнение приятно улыбающейся Лизы. Этот десерт мне понравился тем, что он очень какой-то такой для меня сливочный, такой нежный, очень, как мороженое прям. Этот десерт немного слаще, и в нем чувствуется какая-то абрикосовая нотка. И поскольку я люблю абрикос, я голосую за этот десерт. Хоть мне сейчас немного и досадно, но надеюсь, что любимая дочка выберет мой десерт. Как раз подстраивался под ее вкус. Я голосую за этот, потому что это вкуснее. Полная фиаско. А у меня сейчас такое чувство, что мне 8, и я бегаю летом босиком по мягкому, без единой колючки, зеленому лугу. Это потрясающе. В общем, Подписывайтесь, Ставьте лайки. Жми на колокольчик. Тандем рулит! а на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!